Друзья, всем привет! Очень крутой сейчас у нас гость. Соня Авакова, Соня Тартакова и, друзья, Лёша Ватутин, Всем спарринг Мира Андреева. Лёша, ура, наконец-то мы с тобой встретились. Мы тебя поздравляем всей редакции «Больше» с титулом Мира. Очень классная у тебя футболка. Можешь нам ее Спасибо, показать спасибо, сейчас? да. Вот она. Футболка Мира расписалась на ней. Да, Расскажи, пожалуйста, мы беседуем, ну, не ранним утром, да, уже дело ближе к обеду. Как прошла ваша вчерашняя ночь? Как прошел ваш ужин и каково это вот это послевкусие от победы? да, вечер мы провели в 9:30 у нас был забронирован ресторан, агенты позаботились об этом. У нас была очень большая компания, отлично посидели и, да, вернулись в отель где-то в половину второго ночи. Вот, а так в целом очень было весело. Вынесли Мире торт, в это место, где мы отмечали. Там кто-то хотел сфоткаться с Мирой, конечно же, и все поздравляли Миру. И было весело. Так как Мира любит больше, во время турнира, я не знаю, проводить там вечера в номере и заказывать что-то в номер. Вот, и это прям такое какое-то большое событие, когда Мира вышла в свет. Э, Давай немножечко отмотаем пленку назад, вернемся, собственно, к дню финала и даже к тому, что было накануне финала, насколько высоко было вот это вот напряжение внутри команды, потому что я понимаю, что внутри мира это было, внутри команды, как это ощущалось? А, Внутри команды было напряжение, наверное, у команды было даже больше. Мы переживали, чем, мне кажется, Мира, потому что Мира достаточно позитивно была настроена во время разминки, потому что иногда бывает перед какими-то матчами Мира очень сконцентрированная, либо нервничает, и видно, какая-то нервозность у нее присутствует. Но я так понимаю, что Мира очень хорошо чувствовала себя во время разминки, поэтому у нее, ну, нельзя было по ней, по крайней мере, сказать. Конечно, наверное, внутри все бурлило, а по ней, ну, как-то нельзя было сказать, что она сильно прям очень переживает. Наверное, мы больше переживали за полуфинал, когда она играла с Мартой Костюк, и Мира больше нервничала, и все тоже, вся команда, потому что мы понимали, что это соперник будет, наверное, самый сложный. Ну вот как раз можно сравнить этот матч с Мартой на Ролан-Гаррос с тем, который был совсем недавно в финале. Тогда Мира проиграла. Сейчас такое ощущение, что большая работа была проделана, работа над ошибками, и работа во всех смыслах вот перед вот этим, перед вот этим полуфиналом. Да, очень большая работа была проделана, потому что в Мадриде финал, я могу сказать, что он не особо удался, потому что Мира сильно нервничала, и сразу можно было видеть это по работе ног и вообще по игре. Она, ну, наверное, процентов 70, максимум 80 от своего максимума показывала. А здесь на Ролан-Гарросе она играла весь матч очень собранно, и вообще без провалов, и очень такая взрослая была у нее игра, и, можно сказать, не оставила шансов сопернице. Единственное, там в конце начали закрывать крышу, и все очень стали переживать в команде, особенно Кончита, почему крышу закрывают. Там даже не сказали, еще дождь не начался, и при счете 3:1 ее начали закрывать. Вот, но молодец, Мира смогла, да, дожать, и все выдохнули. Мы сейчас про финал поговорим, но очень интересно, как существует бокс во время такого большого турнира. Мы видели эти кадры, как вы обнимались, целовались, поддерживали друг друга, поздравляли Миру Мгм. после финала. Но понятно, что это вот титаническая работа, это сидеть вот эти там, не знаю, 1,5, 2, а то и 3 часа в боксе и как-то пытаться помогать своему игроку. Даня Медведев любопытно сказал, когда мы у него спросили, а как должны люди в боксе себя вести, он сказал, что я никогда никому не говорю, но они и так все понимают. Мгм. Как, Леш, нужно вести себя в боксе Миры Андреевой, чтобы ей реально помогать? Ам, но по своему опыту скажу, когда я был в Линсе, Миру надо только поддерживать. То есть у меня какой-то план есть, до игры они составляют, там с Кончитой.
и главное, чтобы она не завелась в какой-то момент. Вот, но здесь только подсказывали, то есть какая-то поддержка шла, Кончита там. И на шатре, если вы успели заметить, там очень высоко находится бокс, и сложно Мгм. что-то подсказать, даже в тактическом плане, но я не знаю, наверно, невозможно что-то подсказывать, то есть там, может, в каком-то техническом плане, а так, если ты будешь подсказывать в каком-то тактическом плане, то ну, будет соперник слышать это, наверное, все. В целом, да, весь бокс поддерживает там команда, кто-то из Найка говорит «дыши», кто-то там подсказывает, что делай, разворачивай согни ноги, или там разворачивай больше корпус во время удара, вот. И да, постоянно просто какие-то напоминания. А ты сидела с Раисой Юрьевной, с мамой Миры. Мгм. А, Удивительная вообще семья и очень крутые отношения. Соня как раз сняла отличный Мгм. фильм про Красноярск и про то, как Мира вообще со своей семьей общается, как они там живут. Посмотрите, пожалуйста, друзья, если вы это пропустили. Как вела себя мама и каково это быть мамой вот в такой ситуации, когда твоя дочка играет в финале Гароса? Да, мама очень нервничает на матче, вот, и да, иногда что-то пытается Мире сказать, но она сидела спокойно на финале, и да, я понимаю, что очень это все эмоционально, и хочется там чем-то помочь, вот, но да, хорошо, что все эмоции как бы держим там при себе и не мешаем. Мы Леш, знаем, ты что мы... громоотвод просто, мне кажется, поэтому ты рядом Да, находишься, такой спокойный да. человек, все эмоции в тебя летают. Да-да. Не, ну все хорошо у нас, в команде. Кто-то тоже там, и Кончита, она очень, бывает, нервничает и сильно заводится. Вот, и, Зус, тренер по фитнесу, тоже. Ну, а я как бы у меня и бывают эмоции, я очень, бывает, сильно нервничаю, да, но я это как бы не показываю. Если вот ты немножко затронул уже эту тему, поговорил про Линз, потому что мы всю Мгм. дорогу говорили о том, что мир очень хорошие результаты на грунте показывала, и как будто она нас немножечко готовила к тому, что вот здесь, именно в этот раз, в Париже, может быть большой результат. В Линце не было Кончиты, ты был один, но ты был за старшего, скажем так. Вот насколько этот опыт был важен для тебя, как для тренера? Мы понимаем, здесь ты спарринг, но все равно вот в контексте будущего, насколько это было важно для тебя. Титул, напомню, Там, Мира там взяла вместе с тобой. м, да, это было очень, как-то волнительно. Это не сравнится, если я вот езжу в команде как спаррингом. Да, потому что, во-первых, мы перед Линсом тоже тренировались вдвоем, там неделю во Франции и без Кончиты тоже. И, конечно, там всегда мы с Кончитой на связи, она там какие-то там планы там, тренировок скидывала. Да, и в Линсе было волнительно, конечно же, потому что, ну, как-то мне доверили поехать с Мирой. Но, конечно, всегда все тренеры были на связи, и Кончита там какой-то составляла план, они обсуждали там с Мирой, и что-то во время матча ее тренер Кирилл тоже присылал, потому что он мог тоже видеть это с камеры как-то сбоку, потому что если сидишь сбоку от корта и смотришь там с камеры сверху, может быть, что-то можно и лучше увидеть. И поэтому мы как-то все скооперировались и пытались там что-то по возможности подсказать Мире. Вот, и поэтому, да, так получилось. Потом я после этого турнира, конечно, я выдохнул. Похудел на килограмм там хотя бы, на два, может быть. Да, наверное, да. Леш, ты у нас на самом деле очень классный теннисист. И Мира сама в интервью Спасибо. много раз рассказывала, как она тебя пыталась захантить и привлечь уже, чтобы ты Мгм. full-тайм работала в ее команде. Мы очень рада, что у Мира это, кстати, получилось. Мгм. Расскажи, пожалуйста, мы сейчас к тебе будем так обращаться уже за твоей экспертизой. Давай к финалу. Майя Хвалинская, ну, супер интересная судьба. Девушка пробилась в основном через квалификацию, какое-то время не играла. Там и вообще непонятно было, продолжит ли она карьеру. Нам с Соней Аваковой очень не нравится, когда говорят, что это антитеннис. Вот не знаю, я такой теннис люблю, мне он нет. Запретить такие, Запрети, нет, да, такие нам не формулировки, да. нравится. Нам не нравится, потому что, ну, это и, естественно, это имеет место быть, это тактическая история. Мне лично очень интересно наблюдать, думаю, Соня тоже, вот за этой теннисисткой.
Не все с Майей на этом турнире справились. Разложи, пожалуйста, по теннисному, почему это получилось у Миры, и как против таких игроков, как Майя, с этими полусвечками, с этой тактикой на задней линии, с этой паутиной как-то справляться. Ну, я не могу сказать, что это антитеннис. Во-первых, она хорошо играет, она, да, играет полусвечками. Вчера сложные были условия очень, потому что мы разминались при закрытой крыше, и, соответственно, не было ни ветра, ни каких-то там высоких отскоков. А когда перед матчем вышло солнце и открыли крышу, и очень был сильный ветер, и по первым геймам было видно, что там не самое, наверное, лучшее качество игры, еще все нервничают. И мне кажется, даже это сложнее было для Миры справляться с такими полусвечками, но Мира, она очень хорошо умеет играть в такой же теннис, она может отойти, закинуть свечку, там, в принципе, но она еще плюс, она может хорошо пробить. Мы работали много над вот этими именно полусвечками, что она где она пробивает по месту все, и на каждой тренировке там доигрывание у сетки, драйвы, это мы все работаем там на каждой тренировке. И плюс еще у Миры хорошая подача, если она идет, то, конечно, с ней сложно. Вот, и то есть она всегда пытается давить на приеме, но, видимо, там многим теннисисткам не хватало каких-то элементов, чтобы именно доиграть ее, где-то добить, и она просто переигрывала тем, что перебегивала своих соперниц, хотя она там сыграла сколько, 9 матчей и проиграла только один сет. Она очень сложная, да, и все равно, хоть и Мира была фаворитом этого финала, все равно ну, нужно было держать концентрацию, и нельзя было вообще расслабляться ни на секунду. А скажи, пожалуйста, как обычно в тактическом плане вы готовитесь к матчу? Как это происходит? Кончита, ты, Мира, вы втроем что-то обсуждаете? Или вначале Кончита своей, потом ты подключаешься? В каком формате это происходит? Нет, я если что-то вижу, там, я говорю Кончите, и она уже там, мы на тренировке что-то можем отработать, и да, она может что-то Мире сказать. Потом уже перед матчем они смотрят статистику, по сопернице, куда она больше играет, куда она там укорачивает и куда больше подает. И да, в целом они уже сами составляют тактику на матч. И какие-то, наверное, у Мира есть заметки в ее блокноте. Знаменитый уже, конечно. Знаменитые, да. Вот, поэтому да, вот так и у нас получается. Про Кончиту очень любопытно. Получается, она как тренер, ну, мало того, что она выдающийся игрок, еще и как тренер она выигрывает титул уже со второй молодой теннисисткой. Помним, что Мугуруза вместе с Кончитой выигрывали Гарос. Вот сейчас 19-летняя Мира с Кончитой также завоевывает открытый чемпионат Франции. А чему, Лёш, конкретно ты мог бы, и, наверное, ты в процессе мог бы научиться у Кончиты, как у тренера? Ну, когда первые дни проводил тренировки с Мирой еще в декабре, когда Мира попросила меня, может, там, со мной поиграть, потренироваться несколько дней, я сразу обратил внимание, что очень высокая интенсивность на тренировках и очень много заданий мы играем всегда, то есть у нас все расписано по минутам, что мы и делаем, там треугольники, то есть я был после тренировки весь мокрый, Мира тоже, мы вообще не ошибались, и и мне нравится такой подход, то есть там много корзин, например, мы делаем, то есть потом очень много заданий именно где в движении, то есть мы не просто там бьем с места, все там чуть-чуть размяли подачу, поиграли, и все это очень высокая интенсивность, и мне нравится этот подход. То есть мне даже, когда я был на предсезонке с Коко, во Флориде, я как-то, ну, не знаю, ну, особо нечему было поучиться, если честно. Ну, как-то я все было, делали одно и то же на протяжении 3 недель, и как-то не было такой высокой интенсивности, мне кажется, и Коко так она больше как чувствует, делает. Ей не могут, там тренер, он не может ей там сказать, что-то там крикнуть на нее или там завестись, вот, то есть там больше такой, как сказать, холят и Холят и лелеют. Холит и лелеют. лелеет. Да.
А Кончита может, да, в Кончита какие-то может, да, моменты пожестче? конечно, у них там хорошие, теплые отношения с Мирой вне корта, на корте тоже. Не, но есть распределение ролей, это, наверное, абсолютно нормально. Это была вот эта история, когда тренер, обслуживающий персонал, и он для того, чтобы только хвалить игрока, это, мне кажется, главная Это проблема. про Кончиту, да. Да, то есть, ну, иногда можно там что-то сказать как-то более словами, сказать, не, вот здесь ты хорошо, но можно там ногами чуть побольше поработать, поагрессивнее, поинтенсивнее, и да, любой подход имеет место быть. Был непростой момент в этом сезоне, это Индиан Уэллс, когда был эмоциональный всплеск у мира. Скажи, пожалуйста, что нужно делать и как нужно успокаивать игрока? Мира сама об этом сказала, что она и с психологом сейчас занимается. Вот чтобы вот эти всплески и эмоции немножко нивелировать, и наоборот миру 19-летнего там тинейджера поддержать. Да, сложно, но у Мира был реально вот этот матч, не помню, с Чешкой, да, она играла Синяковой. с Синяковой, и да, она как-то завелась, ну, можно сказать, не знаю, на ровном месте, потому что она выигран был сет, и во втором вроде это самое начало второго сета, она 2-1 вела, и там брейкпоинты были на подаче Синяковой, и она не реализовала, и начались вот эти именно рассуждения там на корте, и уже фокус ушел, и то есть споры там с Кончитой были, и, ну, не знаю, нужно только как-то ее успокаивать и направлять в нужное русло, конечно, тяжело не вступать вот в эти перепалки, именно, да, просто ее вот успокаивать пытаться. Быть поддержкой. Ну да, потому что иначе она уже не фокусируется, не думает об игре и начинает просто там какие-то геймы очень провальные. Леш, ну у вас все получилось. Спасибо тебе большое. Еще раз Спасибо мы вам вас всю большое. Да. команду поздравляем с Спасибо. этим титулом. И мы тебя ждем очень, кстати, у Сони Аваковой в Очень формате ждем, да. тейп. Если Да? вдруг окажешься в Да, Москве, конечно, с удовольствием. спасибо большое. И с победой еще раз. Вы молодцы. Спасибо. Спасибо.